Мухтар уже почти выбрался, зацепившись передними лапами за твердый лед. Но в этот момент кромка воды втянула под себя санки, и они пошли ко дну, утаскивая пса за собой. Этот момент навсегда запечатлелся в памяти обоих мальчиков. И хотя прошло много времени, они никогда не могли забыть тот ужасный день. Секунды казались вечностью, когда Мухтар барахтался в ледяной воде, отчаянно пытаясь вырваться на сушу. Непонимание и страх захлестнули мальчиков, когда они поняли, что вместо веселья и радости их новогодние каникулы могут обернуться страшной трагедией. Лед трещал, вода забирала последние силы у их лучшего друга, и это незабываемое мгновение стало решающим для их дружбы и, возможно, всей жизни. Во время перемен школьники, не чувствуя холода, выбегали на улицу, где их ждали снежные сражения, катание по утоптанному льду, игры в царя горы и строительство снежных крепостей, игриво соперничая друг с другом. Дети ни о чем не думали, кроме веселья и радости от предвкушения новогоднего праздника, который всегда был наполнен волшебством и счастьем. Школьная атмосфера бурлила. Кто-то мечтал о подарках под елкой, кто-то готовил специальные стихотворения для новогоднего утренника. Каждый день приносил бесконечные возможности для игр. Смех, радость, дружба наполняли их сердца. Мокрые, радостные, они возвращались в класс, стреляясь бумажными снежками, пока учителя, притворно сердясь, не могли сдержать улыбок. Новый год был на горизонте, и каждый вновь волновался, предвкушая праздник. В фойе школы стояла пушистая ель, благоухающая ароматом хвои. Ребята мастерили игрушки, флажки, украшения из бумаги и фольги, используя все свои творческие способности. Каждое утро фойе наполнялось радостным гомоном, который звучал как музыкальное сопровождение их новогодней симфонии. После занятий все собирались на репетиции сценок, где каждый старался внести что-то уникальное и веселое. Хор юных певцов излучал энтузиазм, когда они читали поздравления своими милыми голосами, и это звучало так трогательно, что даже учителя не могли удержаться от слез счастья. Каждый момент ожидания праздника, каждое совместное творчество объединяло их, создавая атмосферу, которую никто из них не хотел бы покинуть. Ожидание волшебного новогоднего настроения наполняло их жизни смыслом и радостью. В тот день, когда Митя с Никитой решили сбежать с репетиции, за окном бушевала снежная буря, прибавляя напряженности к их намерению. Накануне отец Митьки привез из города подарок – блестящие, новенькие магазинные санки, о которых мечтали все деревенские дети. Они с нетерпением ждали, когда смогут опробовать новинку. Накинув рюкзаки, захватив по куску хлеба с маслом и солью, ребята отправились к реке, протекающей недалеко от деревни. Полные энтузиазма и предвкушения, река нагревала их сердца, обещая много приятных минут забавы на льду. Чувство свободы и веселья охватило их. Они прибыли на место, где еще до Нового года катались их друзья и братья, и только предвкушение свершений заставляло их бежать быстрее. Река Ока в разные времена года становилась настоящим местом притяжения для детей. Но зима была особенной, когда взрослые расчищали на льду участки, где можно было кататься на финках и устраивать ледяные гонки. Летом дети радовали себя плаванием. Весной они строили плотики и пускали их по течению. Осенью же с нетерпением ждали, когда можно будет ловить рыбку. Но зимние радости исключались из ожиданий. Вот именно в это время взрослые расчищали большие площадки, создавая чудесные пространства для катания. Финки были сделаны из простых материалов, но именно это придавало им особую ценность. Эти самодельные сани представляли собой стулья на длинных полозьях, которые были незаменимы в повседневной жизни деревенских жителей. На них ездили за водой, в магазин и даже в соседние поселки. На фоне этих финков новенькие магазинные Митькины санки выглядели настоящим сокровищем, чем-то, что было несравнимо ни с чем.
мечтой всех деревенских мальчишек. Мальчишки, не теряя времени, запрягли в их великолепные санки верного дворового пса Мухтара. Он стал неофициальной домашней любимицей и не принадлежал никому, но был столь же близок к каждому ребенку, как и местный отчим. Дети часто кормили его обедами из столовой, и в ответ их любящий пес всегда снабжал их преданной дружбой. Словно понимая, что он не просто питомец, а настоящий друг, Мухтар с радостью и радужной улыбкой откликнулся на предложение. Едва услышав веселые крики и смех мальчиков, он уже спешил к ним, готовый к увлекательным приключениям. Его социальный инстинкт не оставлял его равнодушным к общему веселью, и он весело носился по скользкому льду. Лед поскрипывал под его лапами, и для него это было настоящим праздником. Мальчики, поочередно прыгая в санки, визжали от восторга, вдыхая холодный воздух, смешанный с ароматом снега. Ни одно лучшее утро не могло бы сравниться с этим чудесным моментом. В то время как Митя и Никита весело развлекались, они хорошо знали правила. Безопасный каток только в проверенном месте. Вдоль берега, где лед мог оказаться ненадежным, стояли доски с ленточками. Явный сигнал. Туда нельзя. Но уверенные в своих силах, мальчишки думали, что теперь они далеко от опасного участка, и это смело побуждало их к играм без забот. Внезапно перед ними метнулся белый заяц, оставляя за собой кривой след на свежевыпавшем снегу. На мгновение все мысли о правилах ушли на второй план, и в воздухе повис азарт. Дети закричали в унисон: «Мухтар, вперед! Догоняй!» Пес, почувствовав добычу, сорвался с места, и его скорость возросла в несколько раз в сравнении с обычным прогулочным шагом. Он был полон энергии и азартно бросился вдогонку, отбросив все предостережения о безопасности, в то время как их чувства переполняли восторг и адреналин. Санки, привязанные к ошейнику, полетели за ним, и вскоре мальчики потеряли контроль над ситуацией, осознав, что осталась только мгновенная реальность их захватывающего момента. Лед под ними был непредсказуем, и в ту же секунду перед их глазами выросла ужасная картина. Перед ними открылась полынья, охватывающая пространство ничем не сдержанной стужи. Их сердца подскочили к горлу от ужаса, когда они почувствовали, что все разваливается, и они теряют своего верного друга. В воздухе повисли ужас и неопределенность. Смеясь и мечтая о святочных чудесах, они не могли оценить, насколько все может быстро обернуться трагедией, насколько важно быть осторожными в такие моменты. В последний миг, когда беда уже разразилась, Мухтар, не замечая опасности, пробежал еще немного и с грохотом провалился в ледяную воду. Санки рванули за ним. Веревка натянулась, и холодная, ледяная вода поглотила все живое, что только могла. Мальчишки в ужасе закричали: «Мухтар!» Их крик отразился в тишине леса, словно их надежда исчезла вместе с их любимцем. Пес, отчаянно пытаясь выбраться, лапами скользил по краю льда. Каждое движение было борьбой, и он понимал, что может не выжить, если не найдет способ вырваться на сушу. Ошейник сковывал его движения, а ледяная вода стремительно забирала последние силы, накрывая своим холодным покрывалом каждый сантиметр его тела. Ситуация накалялась с каждой секундой, и ужасающая реальность преследовала мальчиков. Прощаться с любимцем им не хотелось, но терять его возникало панику. Лед трещал под тяжестью Мухтара, и он отчаянно искал опору, понимая, что если не выберется, смерти не избежать. Первым пришел в себя Митька. Его мысли, наконец, пронзили страх. Он не знал, как это произошло, но внутри него зажглась искра решимости. Лег на живот, он приказал Никите сделать то же самое и начал ползти по снегу, пробираясь к полынье, не обращая внимания на холод. Митька чувствовал, что каждая секунда имеет значение, и, не щадя себя, он добрался до крепких деревянных досок, которые лежали на берегу. Подтолкнув одну ближе к Мухтару, его сердце стучало в унисон с паникой в голове.
С трудом вытаскивая себя из объятий страха, он закричал псу: «Мухтар, держись!» Пес, из последних сил понимая, что это его шанс, потянулся к доске и дрожащий выбрался на нее. Он был истощенным и ослабевшим, но радость переполняла его душу. Ощущение, что спасение близко. Однако веревка с санками все еще была привязана к ошейнику, и многие из детских чувств, которые могли его поднять, были поглощены страхом. Мальчишки, понимая, что нужно действовать, начали соединять доски, приближаясь все ближе к Мухтару, который был практически отключен от холода. А при этом холод жег в руки Митьки. Но он не собирался останавливаться. Понимал, что жизнь друга важнее всего. Наконец он дотянулся до ошейника, расстегнул его, и собака, освободившись, немедленно сделала шаг в сторону, еле сжимая свои уставшие лапы. Но Митька продолжал держать веревку, и ему было сложно отпустить свой ценный подарок. Слезы текли по его лицу, смешиваясь со снегом, и он изо всех сил потянул санки к себе, мечтая, чтобы они остались целыми. И в этот роковой момент, когда он не удержался, он соскользнул с доски в прорубь. Холодная вода вдруг окутала его, мгновенно лишая остроты всех чувств. Его крик, гавканье Мухтара и возгласы Никиты смешались в одно целое, создавая замес ужаса и переживаний. Митька боролся с холодной водой, используя последние силы, чтобы попытаться уцепиться за скользкие края льда, но это давалось ему с огромным трудом. Никита, завидев друга, с ужасом затянулся к нему, и лед уже трескался под его весом. В тот момент Мухтар, хромая и едва дышащая, преодолевая всю хандру и беспомощность, вдруг ощутил инстинктивный порыв. Он лег на живот и полз по льду, как мог, понимая, что только он может спасти ситуацию. Он должен вытащить Митьку из этой беды. Внутреннее чувство сложности и усталости не могло победить пса, который всегда понимал дружбу. Митька ухватился за шерсть пса. Ножки Мухтара сразу же начали дрожать, натягиваясь от напряжения, и с невероятной силой потянулся к другу. В тот момент, когда дружба обретала физическую форму, Мухтар, несмотря на все трудности, помог мальчику выбираться. Наконец Митька выбрался на твердый лед. И когда оба, мальчик и пес, окончательно отползли от зловещей полыньи, мир вокруг них как будто замер. Накрывшись снегом от ушедшего холодного страха, они оказались подальше от опасного края. Рядом оказался сток сена, как будто созданный специально для них, как маленький символ спасения. Ребята забрались внутрь, укрываясь от деревенского снега и почти целиком прячась от его холодного дыхания. Мухтар лег рядом, стараясь своим теплом согреть задыхавшегося товарища, понимая всю важность момента. Никита, не раздумывая, побежал за помощью быстрее, чем у них мог зародиться страх. Он уже мечтал о том, чтобы их спасли. Ребята знали, что время играет против них, и только надежда на лучшее давала им силы. Тем временем отец Митьки, возвращаясь домой из работы, встретил учительницу, которая была достаточно обеспокоена тем, что мальчики сбежали с уроков. В сердце ее появилась тень тревоги, когда она осознала, что они могут находиться на реке. Она сказала об этом родителям и выставила опасность высоко над тревогой. Глубоко внутри нее пронзила тревога, страх потерять те моменты, что казались бесконечными. Шумный разговор о похищении детишек пронзил душу, и осознав, что она не будет беззащитной, учительница, уверенная в том, что ситуация требует немедленных действий, сообщила о случившемся родителям Митьки. Его отец быстро оценил ситуацию, полностью охваченный чувством родительского долга, рванул к реке на своих старых финках. Когда он, наконец, добрался до реки, в его голове не было ничего, кроме страха и тревоги. Он мог представить, как его сын страдает в бездне ледяной стихии, и это вселило в него неописуемый ужас. Едва успев припарковаться, он вскочил с финков, бросаясь в сторону воды. В воздухе витал запах свежего снега, смешиваясь с ощущениями страха, и фигуры Митьки, Никиты и Мухтара резко вспыхнули пред ним.
Сердце его наполнилось радостью и гордостью. Он успел вовремя. Пара минут спасли их жизни, и самое ценное возвращалось к нему. Забрав своих детей, а также Мухтара, отец ощущал, как напряжение постепенно уходит, и каждый шаг к дому казался ему событием. Несмотря на холод и усталость, Митька был полон осознания, что благодаря своему верному другу они пережили настоящую беду. На обратном пути, прорываясь через низкие сугробы, он кусал губу от напряжения, надеясь, что они могут, по крайней мере, не впадать в уныние. Эмоции заполнили его, и он чувствовал, что не может совсем терять честность и искренность этой ситуации, увидев другое окружение. После болезни, когда Митька оправился от воспаления, его родители решили сделать ему что-то особенное, и это решение оказалось самым ценным подарком в его жизни. Вся его жизнь была подготовлена, чтобы оценить это. Это не были ни новые санки, ни новый портфель, но обещанный подарок, о котором он мечтал больше всего. Возможность забрать своего верного друга Мухтара. Радость переполнила его сердце, когда он, распустив руки, увел пса по дороге к их дому, полный невероятного счастья. Он был не только питомцем, но и другом на всю жизнь. В тот момент он понял, что обращение к нему было господствующим и важным. Спустя десятилетия седой Дмитрий Николаевич с улыбкой и легкой грустью вспоминает тот Новый год, когда он получил самый важный подарок в своей жизни. В воспоминаниях множество моментов вписывались в волшебную картину. Смех, тепло, драгоценные мгновения, которые складывались в удивительную историю их дружбы. Мухтар остался с ним, и вместе они пережили много удивительных приключений, которые сформировали их связь. Каждый новый день приносил новые воспоминания и новые открытия, и дружба стала прочным основанием для их общих приключений, полных смеха и веселья. В те времена их другой мир, мир животных, подарил мальчикам понимание, что любовь и преданность могут спасти.